Экстремальный привет, бро! Сегодня я хочу рассказать о трюках, в которых не нужно уметь вообще никакого олли. То есть 0 щелчка, 0 вытяжки, ты взял свою деку, вышел на улицу и буквально в первый день можешь повторить эти трюки. Это видео как раз для тех людей, кто не хочет заморачиваться с олли и думает, каким трюкам можно научиться прямо в первый день. Погнали! Начнем мы с такого простого трюка, как Caveman. В чем он заключается? Ты берешь деку, ставишь ее вот так вот рукой перед собой и просто запрыгиваешь на нее. Все. Вот и весь трюк. Что я хочу сказать про этот трюк, что он супер удобный, потому что им ты можешь прыгать с разных высот, либо просто брать разгон с помощью него. В этом трюке очень важно, как ты приземлишься, потому что если та нога, что позади, приземлится прямо на тейл, она может запросто его сломать. Это нужно нам, это нам не нужно. Поэтому стараемся приземляться по болтам, то есть что ведущая нога, что задняя. При приземлении мы четко приземляемся на болты. И очень важно, максимально, это присесть. Потому что если ты делаешь этот трюк с высоты и на прямые ноги, то как бы прощайте ваши колени. Нам это тоже не нужно. Смотри, если мы добавим в Caveman совсем небольшое движение, то этот трюк станет еще интересней. То есть, когда мы доску держим тоже перед собой, но как бы немного закручиваем ее. То есть, получается, мы приземляем таким образом. Это получается Caveman Frontside Shove It. Но новичкам это не нужно, это вообще ничего, мне кажется, не даст. Просто вот закрутил немного доску вот так, и совсем другой трюк. Идем дальше. Второй трюк Bownollies. Его делали скейтеры до изобретения олли, потому что не было загнутых краев, и как еще доску поднять в воздух. И был такой способ, который я сейчас покажу. Как его делать? Когда мы стоим на доске, та рука, что позади, берет доску в этом месте. Ведущая нога встает на асфальт. И мы просто поднимаем доску вверх, и ногой отпрыгиваем от асфальта. Вот и все. Очень простой трюк, существует в разных вариациях. Сейчас я покажу еще, какие существуют. Ну, а это самый обычный, самый простой и самый популярный, мне кажется, Bownollies, который только может быть. Вторая вариация Bownollies, Bownollies 180. Мы делаем абсолютно все то же самое. Берем доску в этом месте, ставим ногу, но теперь еще просто разворачиваемся на 180 градусов. А то есть это выглядит так. Но проще на самом деле делать его именно на ходу. Делай его на ходу. И расскажу об еще одной вариации Bownollies. Это Bownollies Shove It. Мы также берем рукой, также ставим ногу, поднимаем деку, но еще закручиваем ее немножко не так. Мы делаем абсолютно все то же самое. То есть берем рукой, ставим ногу, поднимаем деку, но еще и закручиваем ее на 180 градусов. И это будет Bownollies Shove It. Да, это уже сложнее делай тогда, когда у тебя нормальный Bownollies. И никогда не приземляй Bownollies на тейл, ты его можешь очень легко сломать. Всегда приземляйся на болты, как и в Caveman. Идем дальше. Реверты. Кто-то скажет, что это не трюки, а я скажу, что это очень полезная вещь, и ее надо научиться новичкам. Они нужны для того, чтобы быстро сменить свою стойку, встать в чужую стойку, либо стойку фейки. Как их сделать? Чтобы сделать реверт, нам нужно просто максимально сильно завернуть плечи в ту сторону, которую хотим повернуться. Но также работают еще и ноги, то есть, вне зависимости, в какую сторону мы хотим повернуться, у нас в основном работает та нога, что позади. И именно она управляет доской и делает вот это движение. Мы ей делаем резкий поворот. Также и в другую сторону. Думаю, это было максимально понятно, надеюсь на это. Плечи и ноги разворачивают нас полностью. Как-то так. Идем дальше. Ой, стыдно мне говорить про этот флип. Ну да, это флип без олли, без щелчка и вытяжки. Ты делаешь его только одной ногой. Мы стоим на доске, спрыгиваем, стоим на одной ноге, а другой закручиваем деку. Как-то так. В нем есть хоть какой-то смысл, ты можешь делать его на ходу, потому что, например, кто-то показывает этот трюк. Вот в нем смысла я точно не вижу. А здесь хоть есть какое-то движение. И очень интересно, что кому-то удобнее закручивать ведущей ногой, а кому-то, как, например, мне, удобнее закручивать той ногой, что позади. Особенно на ходу. Такой очень простой трюк, очень простой. Еще раз, как его делать. Мы едем, спрыгиваем с доски на одну ногу, а другой закручиваем. Все, очень-очень просто. Ты можешь научиться этот трюк буквально за один день, выйдя на улицу. Только тебе нужно все, что уметь, это просто стоять на доске и кататься. И последний трюк на сегодня очень-очень простой трюк. Cannonball.
пушечное ядро, кто-то его называет лягушкой, в общем, как хотите называйте этот трюк. Что нужно сделать? Нужно просто присесть и взять доску за края руками и подпрыгнуть. Ничего сложного абсолютно, зато его можно делать с препятствий, например, или где-нибудь в радиус. Давай сделаю на месте, потому что, ну, может быть, кто-то не поймет, как нужно подпрыгивать. В общем, мы присаживаемся, вот так вот, аккуратненько на карты, сидим вот на картонах, берем правой рукой, берем левой рукой и подпрыгиваем. Все, теперь то же самое делаем на ходу. Чё не ясно? Сюда иди. Думаю, что были простые супер трюки. Вы их выйдете на первый день, их сделаете. Ничего себе не сломаете. Купите мороженое, будьте довольны и счастливы. Все получится. Всем удачи и всем здоровья. Все вроде бы. Всем пока. Увидимся на улице.